Привет, мои дорогие ребятушки. Все, лето закончилось в Амстердаме, теперь уже стало нереально холодно. Вот, ну еще хоть снег не выпадает, и то, и на том спасибо. Хочу рассказать вам немножечко про клубную жизнь в Голландии. Как вы знаете, ваш покорный слуга Сергей Александрович уже не часто балует себя ввиду разных причин ночными прогулками. Одна из них является тем, что на самом деле я очень люблю спать ночью, я обожаю спать ночью, и поэтому только для вас я решил сделать один вот этот тур-бросок по самым злачным местам. Выбрал день, когда, можно так сказать, полный спектр всего был открыт, чтобы показать вам на самом деле, из чего можно выбрать вообще, что здесь есть, потому что люди приезжают и часто слышишь вопрос, а куда сходить, а что там. Ну вот я сегодня попытаюсь захватить как можно более такие, знаете, радикальные точки на карте ночной жизни Голландии и немного ввести вас в курс дела. Почему я выбрал этот день? Сходить, это была пятница, вечер. Да, честно говоря, вообще не люблю ходить в пятницу. Для тех, кто тусит, открою несколько секретов. То есть, как бы я уже через это все проходил. Фишка в чем? Смотрите, когда вам до 30 лет, вы можете тусить каждый день, в принципе, пофигу когда. То есть, это может быть вторник, среда, как, в принципе, часто и начинают студенты делать в Голландии. Им все нипочем. То есть человек оттусил во вторник всю ночь и легко приходит на пары, сидит и учится. И как будто, знаете, день пропустил, а организм и не заметил. Вот. Фишка в чем после 30? В том, что восстанавливаться приходится дольше, если у вас это не привычка. То есть после 30 человек вообще, в принципе, после 30 немножко не такой же flexible, знаете, есть такое слово. То есть его надо приучать. Уже вот если вы тусите после 30, то, пожалуйста, выбирайте один день и тусите регулярно. Если вы будете раз в полгода тусить, это будет мучение. Это как со спортзалом. Знаете, пришел в спортзал один раз в неделю, качнулся, крепатура свалила на 3 дня, потом еще 3 дня отходил, потом опять пришел в зал, опять качнулся, опять крепатура, потому что человек за 6 дней просто-напросто уже отдыхает от зала. Так же с клубами. Вот, поэтому выбирайте денек. Пятницу не люблю, потому что в пятницу я очень уставший, честно. После рабочей недели и кучи тренировок я не могу. Но дело в том, что именно в пятницу был юбилей русской дискотеки в Голландии. Я подумал, но для вас я соберу силы, преодолел себя, сходил в спортзал, хорошенько поужинав, я решил, что пора отправиться и показать моим друзьям что-нибудь замечательное. В общем, поехал я на русскую дискотеку. Первое, что бросилось в глаза, это когда я подъезжал уже на такси туда, я видел, как пара судорожно пыталась открыть дверь моего такси, впрыгнуть и уехать. Я подумал, мало ли, что случилось, непонятно там как бы было. Но было видно, что они идут оттуда. То есть там еще такой район выбрали, что было понятно, что только вот эта одна тусня. Больше они ниоткуда не могли туда идти. И знаете, я еще не расплатился, они чуть ли не открывают дверь, уже машут: Серега, не надо, беги. Я такой думаю, да, ребят, все нормально, может, просто рано приехали. В общем, я выхожу, знаете, расплатился, они просто впрыгивают, и таксисту: гони, гони. Знаете, я говорю, ладно, бывает. В общем, подхожу туда, шмон на входе. Ребята, я такого... Знаете, я побывал на разных вечеринках здесь, честно, уже за 5 лет, за 6 лет. Такого шмона я не видел нигде. Вот такое чувство, что вы собираетесь провести килограмм кокаина куда-нибудь в Бангкок, и у вас пересадка еще где-нибудь, знаете, в Арабских Эмиратах. То есть, полностью, там чуть ли не все карманы, все. Я был ошеломлен. Я часто был в клубах, но, видимо, русские вечеринки, славятся чем-то. То есть я не могу иначе объяснить, почему там шмон такой. Вот, может, кто-то что-то проносит все-таки, да? У нас же ребята как? Норовят что-то, обмануть систему, занести туда какой-нибудь фокус, сюрприз. И прошел я этот шмон. В общем, такое чувство, что побывал у терапевта в кабинете, знаете, все пощупали, все просмотрели, везде проверили. Зашел такой, все, сдался, значит, захожу туда. Зал большой, надо отдать должное организаторам. Хорошая светомузыка. Людей, не могу сказать, что много, но тут тоже непонятно. То ли потому, что зал большой, и они все рассредоточились, потому что, в принципе, если бы они набились все небольшой голландский клубешник, я думаю, там был бы пакован. Вот, но они все так рассредоточились, было место, куда разбежаться. Вот, и музычка такая рубила, знаете, русская, обычная, не такая вот какая-то музыка
Вот там какая-то песня есть такая, что типа «Останови, Валерий, надо выйти», или кому-то надо выйти, короче. Может, даже это, хотел сказать, Танок на Майдане Конго поет. Да нет, это же кто у нас? Я не знаю, кто это поет, если честно. Я вообще не знаю. Может, Бумбокс? Наверное, Бумбокс это поет. И, короче, эта песенка одна запомнилась. А остальное все такое, вы знаете, ну, девчонки пришли, понятно, нарядные, эти платья от ушей, знаете, такие, ну, чтобы уже собрались, так собрались, да? У нас же как, девочки? Если идут на дискотеку, то, наверное, чтобы наверняка уже. Вот, и так забавно было, ну, девчонки все такие, хлопая ресницами и взлетай, вот, dressed up, по-английски говорят. А пацаны такие, знаете, в костюмчиках, такие, как депутаты, раз, заходят туда под музычку, такой, хопа, хопа, и понеслась. Ну, я не знаю, я там стоял как хипстер, честно, хотя я вообще не хипстер. Ну, посмотрел, послушал, и причем музыка еще тоже такая. Вот я был в Киеве на дискотеках, то есть там был музон, блин, ну, хотя бы можно было так постебаться, знаете, там какой-нибудь «Руки вверх», 18 мне уже, ну, такое, знаете, вот включите, чтобы и понеслась. Ну, такого не было. То есть саксофонист вышел, неплохо сыграл. В общем, пришли люди, покрасовались, поели селедочку. Красиво все, да, антуражненько. Ну и на этом все. В общем, я покажу вам небольшое видео, которое я там снял, чтобы вы сразу поняли, о чем идет речь. Давайте посмотрим. Забавненько, да? Я надеюсь, вы прониклись духом русской дискотеки. Вы знаете, потом так оказалось, что эта русская дискотека была как раз в районе, где находится невероятно интереснейший ночной клуб Голландии, Амстердама, под названием «Школа». Этот клуб славится разными историями. Говорят, что чуть ли не единственный клуб, который получил лицензию на 24/7, то есть они, в принципе, могут играть музыку круглосуточно, но они этого не делают. Вы знаете, вот чтобы так объяснить, вот в Киеве есть такой клуб Closer, говорят, туда все стягиваются на автопати. То есть это уже когда нормальные люди, в принципе, из нормальных клубов оттягиваются уже где-то, наверное, в 2-3, в принципе, рассасывается территория клуба. Уже там в некоторых местах уже в 4 включается свет, и уборщица так ненароком начинают этой шваброй, знаете, убирать. Еще те, кто, короче, под кайфом и не поняли, что музыка уже закончилась, они еще танцуют с этой шваброй, ну такое. Вот, в общем, есть такой аналог Closer в Амстердаме, это клуб называется «Школа», и действительно это была школа. Они ее выкупили и сделали из нее клубешник. Ребят, но чтобы вы понимали, район такой индустриальненький, да, то есть он не в центре, но только для тех, кто знает. Туристов там в принципе не бывает. Очень разные истории я про него слышал. Все сидят под чем-то, все курят там коноплю и так далее, хотя внутри якобы курить вообще-то нельзя. Вот. Причем фишка этого клуба в том, что там вообще ни хера нет света. Вот если вы заходите, школа в темноте. Вот эти лампочки, знаете, мерцающие иногда там с задержкой, блин, в 10 секунд, это все. То есть там дым, плюс еще дымовая завеса идет. Интересное место, интересно. Ну и такой транс, техно рубит, то есть чтобы реально вас уже забрало по полной. Я уверен, что наркотики это самое, наверное, минимальное, на чем люди там сидят. Вот. В общем, я по чистой случайности решил, так как этот клуб оказался за углом от русской дискотеки, зайти и показать вам, как отдыхает голландская богема. Клубная богема, потому что богема голландская ходит именно вот в такие закрытые, полузакрытые заведения. Для тех, кто знает, не всех туда пропускают, хотя это дело, понимаете, пропуск там состоит не в том, что вы типа не дресс-ап, или у вас там вы без каблуков, или вы там как-то одеты в спартачи, наоборот. Там вот чем поспортивнее, тем получше, мне кажется. Не пропускают ребят, которые как раз приходят на пафосе. Вот если соединить вот клуб «Школа» Амстердама и вот русскую дискотеку, это абсолютные антиподы, антитела. То есть если на русскую дискотечку люди, наоборот, как-то дресс-ап, наряжаются, то в клуб «Школа» лучше этого не делать, потому что сразу видно, что вы, короче, не оттуда. Что вы не в теме, что вы не по техномузычке, что вы не закидываетесь какими-нибудь таблеточками. То есть такие пришли, типа, знаете, а кто здесь? Вот таких ребят обычно не пускают.
Ну вот как-то я так раз проник, хотя я не был, ну я вам говорил, что да, я не слишком дрозда пришел на русскую диско, поэтому я как раз втиснулся. И мне кажется, мне повезло, потому что я пришел в 12 ночи. А как вы знаете, автопати-клубы, у них самая тема начинает разгораться уже после 12. В общем, я зашел в 12, снял там, если честно, снял все, что мог, потому что там вообще нельзя снимать. Вы приходите, там заклеивают эту камеру вам. Ну, просто жесть. Я могу понять, почему. Потому что, да, то, что происходит в школе, остается в школе. Давайте посмотрим, что я сумел вам там снять, и вы сами поймете, что это за школа и почему она вот такая. Расскажу, как тусят настоящие голландцы в клубе школы. Сейчас я вам покажу разницу между дискотекой. В клубе школы вообще нельзя, но я постараюсь вам немножечко снять, что здесь происходит, потому что то, что тут происходит, вообще никак не объяснить. Это просто капец. То есть это дым, это какое-то весело, тусло, техномузыка, людей не видно, все курят коноплю. Ну типа об этом никто не говорит. На входе чувак заклеил мне камеру, вот, но не заклеил переднюю камеру. Поэтому переднюю камеру у меня все. Так вот происходит тусня в этом клубе. Мерцающий свет, вот эта техномузыка без конца. Я не знаю, как люди здесь, кстати, отвисают. Все в мраке, ничего не видно. По-настоящему школа, должен вам сказать. Но сегодня не людно. Обычно бывает, заходишь, так здесь просто не протиснуть. Этот клуб школа, короче, здесь все собираются только в 2 часа ночи. Обычно в 12 уже все подтягиваются, здесь в 12 никого нет. Короче, раньше это реально была школа, но что-то она была невыгодна, из нее сделали ночной клубешник с таким, знаете, жестким техной. Только вот видите, 2 часа ночи уже очередь подтянулась людей, на входе не пробиться. Еще в 12 зашел, вообще никого не было. Удивительно. А вот, кстати, и полиция подъехала к нашему клубу школа. Неспроста они здесь дежурят, неспроста, уж поверьте мне. Ну что, дорогие мои, а теперь завершающая вишенка на торт, так сказать, это клубешник, который я специально его искал. Я поехал за ним в другую часть города, но хотел вам показать, что вот эта вот эпатажность, немного пафосность русских дискотек и вот эта непредвзятость, целенаправленность, спортивность и безрассудство голландских дискотек, на самом деле это все можно скомбинировать. Можно так совместить это аккуратненько, и у вас получится такой небольшой гибридик. То есть вроде бы и полупафосный клубешничек, но он такой какой-то явно, вы меня поймете, что явно не русский клуб. Вот, клуб под названием Air. Вот, поехал я за ним в центр. Вообще, когда я, короче, выходил со школы, я вам скажу, в 2 часа ночи люди только собирались туда. Еще все-таки говорю, что ты уходишь? Я говорю, да, ребят, с меня хватит. Вот. Короче, приехал я в Air. Давно не был я в Air. И, ну, такое, вот Air это такое конкретно Вислово, знаете. То есть это такое подвальное помещение, музычку погромче там. Но меня позабавило, то есть люди такие более дрестап туда приходят, но, конечно, как они вот это тусят, вот эта толпа, знаете, постоянно движущаяся в прилипку друг к другу. Причем музыка мне абсолютно была не слишком понятна. Я слышал эти треки, но именно как это все происходит, то есть там какая-то сцена. Ну, давайте с вами посмотрим. Давайте вот просто посмотрим и определим.
Вы видели этого вот диджея, да? То есть как бы там вообще непонятно, кто там диджей. То есть понабежала толпа за эту диджейную стойку. Я видел, конечно, фотограф там ползал, припрыгивал, прискакивал, фотографировал под хорошим ракурсом. Я видел там каких-то фанатов, но я, честно говоря, даже диджея не увидел. А нужно было бы дать диджею поработать, потому что вот эти последние миксованные треки, которые он делает, у меня большие вопросы возникли к этим трекам. Ну, люди уже хавают все подряд, когда уже 3 часа ночи, знаете, центр Амстера, добрался из голландской деревни, да, у мамы с папой отпросился, приехал на поезде 3 ночи, и что, заплатил, короче, да, 30-очку за вход, то есть деньги копил целый месяц. И что, это мне не нравится? Конечно, нравится, там всем селфики будешь отправлять, зашибись, какая дискотека. Но если честно, музыка... Вот, кстати, мне в школе музыка больше всего понравилась. То есть она такая, она, классная. Вот если бы музыку школы в какое-то адекватное место, для людей там постарше, знаете, где немножко можно туда актуально зайти, нормально туда зайти, без этого дыма, наркотиков. Мне кажется, кстати, был бы спрос. Я бы даже днем такие делал вечеринки. А вот в Эйре там тусня, но музыка такая, я не знаю, что это вот. Нормальная песня, они ее режут, вставляют, дробят туда какую-то херотень, знаете, лепят. И все кричат, им уже... Когда люди кричат, им уже пофиг, что. То есть там хоть Кобзона туда врежь, я вам гарантирую. Вот если бы я взял, остановил этот диско-сет, вставил туда отрывок из песни Кобзона, и дальше мы продолжили, люди бы все равно хлопали. То есть вот было бы круто так проверить. Поэтому, дорогие мои, готовясь к клубной жизни в Амстердаме, будьте уверены, здесь полный список всего. И выбирайте осторожно, выбирайте места, они очень разные. Выбирайте себе под стать и себе под вкус. Всего хорошего.